А что насчет свитка правды? Вы нашли его? Ну, конечно же, они его нашли. На, забирайте. Дана. О, нет, серьезно! Мы дома! Ура, черт возьми! Дамы и господа, поздравляю! Отныне мы можем спокойно передвигаться по Нарфонису. Нас убрали из списка и даже дали гарантии безопасности. Но за что? Сейчас все объясню и напомню. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы вернулись домой. О да, я, Акетра, Сдерик, Хануф и Абди вновь можем спокойно гулять по Нарфонису, не боясь ни розыска, ни списка, ни тем более нападений. А повод у этого достаточно интересный. Угрозы и подкуп. При этом не абы от кого, а от главного совета Тоев и Тунцев. Впервые за всю историю сезона мы встретили всех золотолицых, узнали их мотивы поиска огней и даже вернулись домой. Да, мы живы, мы дома у Акетры. Короче, давайте коротко, чтобы время не разбазаривать. Первое. Золотые маски знают про мироходцев. Второе. Золотые маски подыгрывали нам во всех наших путешествиях и следили за нами, кроме Даны. У нее там свои какие-то планы. Третье. Мы поняли, что я единственный мироходец на их памяти, способный держать клык Кроноса, да и в целом использовать огни богов. То есть, оказывается, если я прямо сейчас выдам кому-то лунный лук Нефмтити, то человек такой... А как это работает? Если говорить еще проще, то боги должны благоволить тому, кто держит их огонь. И, наконец, четвертое. Тоев и Тунцам не нужны огни в качестве оружия. Они хотят одолеть богов и открыть некое отправление. Многое в сюжете нам говорят загадками, но в целом становится понятно, что отправление — это место, способное отправить любого человека в другую точку вселенной. Во время предыдущей серии Тоев и Тун открыто говорит, что ненавидит богов, ведь именно они, боги, создали мир, в котором люди не могут нормально жить, не могут нормально питаться и даже банально пить воду. Ресурсов просто недостаточно. Но я также напомню, что Нефмтити говорила о судьбоносном предначертании. Я, то есть Лолошка, тот, кто спасет Миср и не даст людям погубить ни друг друга, ни богов. Кто ж я такой-то, черт возьми, что я должен сделать? История становится очень запутанной, потому что у меня буквально появляется три выбора. Первое, встать на сторону Тоев и Тунцев, что пока что сомнительно. Второе, встать на сторону богов, что... тоже сомнительно, но посмотрим. И третье, найти Джодаха и узнать больше информации. Почему он тут бог-фараон? Почему он выпускает такие глупые законы? Зачем ему это надо? Если он не дает людям жить на зеленом континенте, то это явно не просто так. Значит, он что-то знает. Короче, прямо сейчас отказать Тоев и Тунцам мы не то чтобы в состоянии, потому что мы у них на особом контроле, на особом счетчике. Они мне и Акетре буквально под кожу засунули необычного жука Скоробея. По итогу он дает эффект гаснущая искра 3, и по идее он высасывает жизненные силы и не дает активироваться ОМП, органу межпространственного перемещения. Кстати, попрошу заметить, когда речь зашла о Скоробеях и о том, что они достались от какого-то друга-мироходца, Дана была этим недовольна. Интересно, чем конкретно она была недовольна? Может быть тем, что это были ее Скоробеи, и их нельзя было трогать? Короче, я думаю, мы это обязательно узнаем, но прямо сейчас у меня шикарные новости. Мой сюжетный рюкзак перекочевал. Раньше это было вот это, а теперь алмазная махина. Очень много предметов влезает, и тут у нас огни, тут у нас записки, тут у нас... Лолошка, открывайте. Абди. Доброе утро. Доброе утро, Лолошка. Привет. Вы приходите завтракать. Там все ждут. Окей. Благодарю. Так, не, ну в целом я все рассказал, все показал. Железного Скоробея обязательно используем. Ой, и кстати, я как-то читал комментарий, который задавался вопросом: а что если взрывное конденсированное зелье скорости кинуть в сюжетного персонажа? Ну-ка. О, полетел! Ускорение сюжета, спидран. Эй, доброе утро, Лолошка. Доброе утро. Вы бы видели это. Слушайте, прикольно. Я реально, недаром прочитал этот комментарий. Вот, мне возьми, это твое.
Ох, Лолошка, что ты неважно выглядишь. А что со мной? Я тут смеюсь. Слушай, что ж у вас там вчера случилось-то, а? Они же не знают про совет, на котором мы были. Да, ладно, не надо, не говори. После вчерашней реакции Акетры я лучше подожду, пока она сама все расскажет. Фу. Ой, Ну ладно. Слушай, ты если что садись. Абди сказал, что леди тоже скоро присоединится. Понял. Капец. Минус стол, реально. Это же с тех погромов, да, получается? А куда сесть? Сюда сесть? Допустим. Ой, я слышу. Эй-эй! О, леди. Доброе утро, госпожа. О, господи. О, господи, тише. А уж доброе, ничего не скажешь. О, сейчас, подождите. Так, Что он хочет? вот, Господи, возьмите еды, это да. вам. А ведь знаете, утро действительно становится добрее. Ну-ка. О, Сдерик, ты просто волшебник. Спасибо тебе. Фи. Кушаем завтрак. Как давно мы не завтракали всей нашей дружной семьей. Эх, давненько действительно такого не было. Что вы? Подожди, а мне-то что? Ни хрена себе! Комфортно 5 Леди, минут, 14 простите. сытости. А вы расскажете, что произошло? Ох, а ну. Нетушки, сначала вы. Мы- Ладно, давай. Когда вы Все началось, провалились, когда вы с ложкой упали. Ой, Давай давай лучше лучше ты. ты. Любовнички. Господи, да что ж вы... Абди, давай рассказывай ты. Прости. Ладно, хорошо, госпожа. В общем, как только вы с ложкой провалились в библиотеку Хеттентепа, тот погонщик верблюдов, что останавливал вас, он засмеялся и сказал, что план сработал идеально. Затем он надел серебряную маску, хлопнул 3 раза в ладоши и... Я уже тянул Хану в сторону корабля, хотел предупредить капитана Сдерика. Капитана Сдерика. Эй, Сдерик. Ну что? Что вы смотрите? Ладно. В общем, когда я хотел предупредить Сдерика, дорогу мне уже перегородили белолицые, переодетые в верблюдов. Я был так ошарашен этим, что даже не заметил, как в меня запустили дротик со снотворным. Эй, Вот. Абди, все нормально. Ты хорошо рассказал. Молодец. Так, подожди-ка. То есть ты хочешь сказать, что тот погонщик и верблюды это... Да, именно, Акетра, именно. Черт возьми! Но как они могли знать? Знаете, я думаю, что им было известно про библиотеку. Ага, а также про то, что Хеттентеп дарует знания только тем, чьи помыслы чисты. Ну да, наверное, капитан. Мне нравится. Абди, продолжай. Ну, в общем, дальше я уже очнулся в повозке, где нас 3 куда-то везли. Ненадолго я очнулся, в общем-то. Мне снова вкололи снотворное. Обалдеть. То есть они все спланировали. Какая же я все-таки дура, а? Не говорите так, госпожа. Леди Акетра, да, я согласен с Абди, не надо. Вот-вот, леди Акетра, мы же живы только благодаря вам. О, и кстати про живы, точно. Не припомню, чтобы хоть кто-то до этого выходил из зала совета. Что? А это ты откуда знаешь, Абди? Ну, как откуда? Я же был личным телохранителем госпожи. То есть Даны, просто Даны. Она часто прятала меня под серебряной маской. А учитывая анонимность в братстве, никто ничего за все это время и не заподозрил. Ух Оу, ты, ничего ну себе. дела. Так, леди, теперь ваша очередь. Да, пожалуйста, расскажите нам. Ох. Честно, не уверена, что вы, кроме ложки, конечно, готовы, но... Да ладно, леди Акетра, вы что? Как будто осталось что-то, что может меня, например, удивить. Что, вы тоже встретились с Книфмтити лично, да? А? Стоп, подожди. Так ты знал? Ты знал про встречу с Кнефмтити? Да, блин. Мы договорились никому не рассказывать. Я вот и не рассказывал. В отличие от некоторых. О, то есть о смерти Зарифа не знала только я. Ладно. С чего бы начать свой рассказ? Наверное, с того, что я разговаривала с Селиасет, могу путешествовать по разным мирам силой мысли, или с того, что уже не умею. Черт
спина. О, она трогает место, куда ей вшили скоробея. Эй, леди, пожалуйста, поподробнее. Нам же важно знать. Да, пожалуйста. Я хоть и половину не поняла, что вы сказали, но мне это тоже важно. Угу, и мне. Ой, ну господи, как же вы... Ребята, я так рада, что вы у меня есть. Ой. Значит так, Сдерик, спасибо за завтрак. Подожди. А как же рассказать? Ну чего вы сидите? Идем в гостиную. Там удобнее рассказывать. А я-то думал, что она решила всех проигнорировать. Так, ну мы-то в целом и так знаем историю. И вот, собственно, ребят, мы здесь. Ой. А ты чего молчишь, Лолошка? Как там твоя спина? Ну, у меня хп очень мало. Да я в порядке, солгать. Леди Акетра, я поверить не могу, во что мы ввязались. Боль в спине — это меньшее, что меня волнует. Ох, леди Акетра, ты и так знаешь. Сейчас не время заниматься болтовней. Надо найти огни, чтобы поскорее избавиться от этих жучар. Мне, честно, не нравится ни второе, ни третье. Я хочу опять солгать. Помните, когда-то давным-давно мы солгали, сказав то, что нам круто, когда мы держим клык Кроноса, хотя у меня анемия, и у нас выросла репутация. Может быть, в этот раз тоже? Да я в порядке. Ух ты, даже так? Вот бы мне такой настрой, конечно. Ну ладно, ребят. Леди, у меня столько вопросов, вы не представляете. Сдерик, представляю, поверь мне. У меня их не меньше. То есть, значит, Той и Фейтуну все это время были известны такие удивительные вещи. И ты удивительный, Абди, и ты. А вы просто невероятная госпожа. Вы столько пережили. Я и представить не могу, как вы себя сейчас чувствуете. Клянусь, я с вами до конца. За вас, за украденную у вас мечту и за Халиму. Ой, Хануф, иди сюда. Спасибо тебе. Это очень много для меня значит, правда. Знаете, я столько всего потеряла. Но когда я снова здесь, с вами, в этом доме, мне гораздо легче. Кстати! Господи, что такое, Сдерик? Вопрос. А что насчет свитка правды? Вы нашли его? Что? Да, Ну, конечно же, они его нашли. На, забирайте. Дана. О, кого я вижу? Абди. Ой, слушай, я сегодня не в настроении играть. Ну ты сам посмотри, я же безоружна. Неважно. Ты заплатишь за все. Уфу-фу. Ну как скажешь. Давай, нападай. Эй, Абди, не надо. Абди, пожалуйста. О, нет, серьезно! О, боже, у нее лицо. И что же? Как она? Ты посмотри! Ни хрена у нее силы-то хоть отбавляй! Откинуть такого шпалу! Как? Ой, господи, ну Абдишка. Ну я же сказала, я не в настроении. Оружие я специально не брала, чтобы не выпотрошить тебя за воровство. Да ладно, ты успокойся. Не собираюсь я этого делать в любом случае. Ты что, не видишь? Планы изменились. Да и, ребята, посмотрите на меня. Я вам не враг. Свиток мне не нужен. Все равно я не могу им воспользоваться. Так что, конечно, забирайте. Дана, а тебе не кажется, что вламываться в мой дом без спроса уже второй раз? О, правда? А то что? Что такое, Акетра? Абди так и не дорос до моего уровня, потому что прекратил тренировки. Все его атаки я знаю наперед. Все-таки я сама его научила этому. Служанка и повар бесполезны, это и так понятно. А вот... с этим бы, наверное, было весело. Но скоробеи в ваших спинах влияют на весь организм. Вы тут все не в лучшей форме. Но надо отдать должное твоему нраву, Акетра. Надо. Ты уж действительно прости. Я действительно без приглашения. Но это повторится. Что? Повторится? Нет, все, хватит! С меня хватит, довольно! Ну-ка, и что же, леди Акетра? Я сейчас переодеваюсь, затем я иду проведать свою школу.
Я хочу убедиться, что за время моего отсутствия вы ничего там не испортили. А все ваши грязные тойфетунские дела сегодня решаете с ложкой. Не у меня дома, если что. Да ладно тебе, ладно. Я же просто свиток занесла. Мальчик, буду ждать тебя за дверью. Какие тут все нервные. Господи, сама не ожидала. Так, Сдерик, ты за главного. Уберитесь здесь к моему приходу. Хочу полноценно почувствовать себя дома. Что, мне идти, наверное? Какие будут указания, леди Акетра? Мне надо что-то делать. Да, Лолошка. Выясни, что нужно этой язве. И не пускай ее в дом, пока меня здесь нет. Ладно. Убираться, убираться, Сдерик за главного. Какая она злая, да? Ну что вы... Что такое? Давайте, давайте! Разошлись! Вот так вот, а. Все? Скажете что-нибудь на это? А, ну да, он же за главного. Дает указы. Распоряжение. Поговорить я в итоге ни с кем не могу. И дайте угадаю, сейчас Абди будет убираться. Я хочу на это посмотреть. И не только Абди. Сюда, давай. Так, короче, надо выйти. О, Дана. Ой, ну наконец-то. Я-то уж думала домой пойти. Я знаю, как вы ко мне относитесь, Абд. Я прекрасно вас понимаю. Сама не в восторге. Но раз уж мы теперь начали сотрудничать, я хотела поговорить с тобой о Розе. Это правда, что ты говорил с Кнефом Тити? Скажи мне. А тебе это зачем знать? Ну что за глупый вопрос? Чтобы знать, дозволено ли тебе пользоваться Розой, конечно же. Я хотела узнать, у тебя правда ли А? Так, ладно, не время. Скажи мне, Роза правда может воскрешать мертвых? Ага, ты, я смотрю, кого-то прям очень сильно хочешь воскресить, да? Конечно, но все имеет свою цену, Дана. Да, но не совсем в первозданном виде. Нет, Дана, это просто сказки. Вообще, нам сюжет очень яростно подает то, что Дана с Бурисом, заметьте, Дана и Бурис, они имеют свои цели в Тойфетуне, и они скорее дезертиры. Поэтому мы можем понять, что Дана может отыгрывать злую злыдню. У меня просто такое ощущение, что на самом деле у нее просто погиб кто-то близкий, и она тупо хочет его воскресить, а Тойфетун ей нафиг не сдался. Поэтому давайте лгать я и не буду. Ну, посмотрим, как она раскроется как персонаж, да? Так что, да, но не совсем в первозданном виде. В виде кусков плоти, скорее. Как это? То есть? Это означает, что Роза позволяет управлять трупами, бездушными оболочками, сросшимися воедино. Поверь, это выглядит куда хуже, чем ты себе представляешь. Это не вернет тебе отца. Ты не солгал. То есть, все это время... О, нет, нет, Дана, не сейчас. Спасибо, что не стал лгать мне. Поэтому я и врать тебе не стану. Братство следит за вами постоянно. Угу. Но сейчас вы в безопасности. У вас есть пара дней, чтобы привести себя в порядок. А потом я приду к вам снова и... Охота за огнями продолжится. Если понадоблюсь раньше, найди меня завтра в утенке. Ночью. Чао. Вот! Блин, как же хорошо, что я не солгал ей, господи! Спасибо, что не стал лгать мне, поэтому и я врать тебе не стану. Братство следит за вами постоянно, но сейчас вы в безопасности. Да, это то, о чем я говорил. То есть, буквально, это вот прям один в один, что я ей сказал. Типа, она думает, что раз уж боги такие всесильные, то почему бы их не попросить? Да и как минимум мы помним то, что Кнеф Мтити умеет воскрешать мертвых. Мы это знаем по примеру Зарифа. Тем не менее, я рад, что не солгал. И вы поглядите, что нам раскрыто. Господи, где это? Нам раскрыта Дана. Обалдеть, мы можем подружиться с Золотой Маской. То, что у нас здесь и Дана появилась, это реально... Я не ожидал, клянусь, я не ожидал такого. Давайте, наверное, пройдем сейчас. Кошечка у тебя миленькая. Котики должны нами править, а не какой-то там бог-фараон. Так они и так нами уже правят, да. Да, это правда. Котики сила. Так, в общем, в утенке найти завтра ночью Дану, если понадобится. Буриса на своем месте, кстати, нет. И я совсем забыл про самое важное... Что это?
Везение? Так, ладно. Короче, свиток правды. Узнать о реликвии можно больше на столе исследователя. Окей, давай. Ставим, изучаем. Свиток правды. Один из огней легендарных артефактов, разбросанных по всему Мисру. Созданный богом знаний, свиток расширяет сознание владельца, даруя ему доступ к многовековой мудрости древних. Ага. Так и что? Техники Хетентепа, каталог чар. Почувствуйте, как знание о зачаровании наполняет ваш разум. Поместите в интерфейс свитка предмет, который хотите зачаровать, и выберите нужные чары и их уровень. Зачарование требует уровень. Улучшение снижает затраты уровня. Вау! Ни хрена, как это круто! Погоди, то есть я беру железная кирка и... А как это работает-то, погоди? Я не понимаю, как... я переплавил железную кирку. Какой же я придурок. Бляха-муха. Так, ладно, топор. Нифига. Слушайте, круто, круто. Допустим, каменный топор. Я хочу себе... Ну, нет, на самом деле сейчас я ничего себе не хочу. Ну, допустим, вот починка. Сколько стоит? Цена в уровнях 0. Добавить. То есть я могу вот добавлять. Эффективность, допустим, хочу 5 уровня. Не, ну на самом деле это очень круто. Дороговато, так как у меня сейчас нету столько левелов. Но мы можем сделать так, чтобы это было еще дешевле. Для этого нужно прокачать каталог чар, и модификатор стоимости будет дешевле. То есть сейчас не выгоднее прокачиваться, чем на столе зачарования. Так, техники Хетентепа. Что это такое? Помимо знаний, свиток также открывает правду об одной из ваших скрытых способностей. От цвета печати на свитке зависит бесконечный эффект, накладываемый на владельца. Чтобы изменить цвет печати, нажмите Shift плюс колесо мыши. Улучшение повышает уровень накладываемых эффектов. Чего? Так, смотри, сейчас зеленая печать. Она реально меняется. Смотрите, у меня было везение, сейчас оранжевое дает сопротивление отбрасыванию. То есть, если я сейчас поменяю на серый, например, то это будет сопротивление. Если это будет изумрудный, то это грация дельфина, вау! Далее, спешка. Кстати, спешку можно оставить даже. Так, здесь у нас скорость. Скорость можно оставить тем более. Красная — это сила, против босиков обязательно. Так, ну давайте, наверное, оставим, знаете что? Скорость, да. То есть мы будем быстрее передвигаться и быстрее проходить весь этот город. Ну, здравствуйте, чё, котик? Мур-мур-мяу. Знаете, некоторым богатеям разрешили оставить больше одной кошки. Да и к лучшему это на самом деле. Это же правда лучше, чем если бы их просто убили. Это правда, кстати. Это правда. Ой-ой-ой-ой-ой. Я могу нормально выйти из города. Могу нормально пойти к рынку Нара. Черт возьми, как давно я этого не делал. Я должен услышать одну прелестную фразу. Одну очень-очень важную фразу. Привет. Эй, здорово, парень. Сочнейшие томаты только у меня. Я услышал, я молодец. Отношение максимальный уровень, никуда оно не делось. И снопы сена я также могу продавать за 2 утена. Я обязан их накопить. По-моему, у меня даже были, да? Та-та-та-та-та. Вот, у меня есть пшеница, но снопов сена как таковых... Нет, погоди, серьезно? Так, здесь у нас в итоге ничего не поменялось. Бурис, кстати, пропал. Стоп, что за риф? Короче, лодка Буриса пропала, а за риф тут стоит. Привет, мореплавание. Ух ты! Ух ты, ух ты! Подожди, что? Я могу сплавать? Мыс Хетентепа, порт заблокирован. Мыс, на котором ранее располагалась ныне погребенная под песками библиотека Хетентепа. Фига-фига! Я даже могу туда, на зеленый континент, сплавать. И тут еще, кстати, есть зоны, на которых мы еще ни разу не были. Так, Шахтерские острова, неподходящий уровень судна. Для отплытия необходим корабль с уровнем 2. Чего? Я себе сейчас такой спойлер нагнал! Окей, окей, давайте-ка лучше вернемся обратно в Нарфанис, потому что мне сказали, что нужно обязательно обойти храмы. Ну, не то чтобы обязательно, мне скорее дали жесткий намек на то, что в храмах можно кое-что прокачать. Я думаю, вы понимаете, о чем речь, да? То есть есть светящиеся статуи, но это явно не храм. Я могу прокачать, например, кстати, свиток правды, как раз. Так, это у нас не храм Хетентепа, но я не помню чей, кстати. По-моему, это храм Кнефнтити. Светится Дана? Мальчик, не сегодня. Ладно, я понял. Я же сказала, уйди, или я тебя убью. Мне за это ничего не будет. А если все-таки я...
Прости. Прикольно придумали, кстати. Ай, бляха-муха. Меня тут огонь обычный может убить. Погоди, серьезно? То есть, если я прямо сейчас вернусь, то меня как будто откатило по сейфпоинту, да? Ну-ка. Что? Ладно, ладно. Я понял. Третий раз можно не повторять, спасибо. Тем не менее, я пришел сюда, наверное, что-то прокачать. Не черную розу, хочу прокачать лук. Который, кстати, куда я дел? Лук. Вот он, лук мой, прокачиваем. Хорошо. Уровень артефакта увеличен. До свидания, миссис Дана. Мне по-любому надо найти храм Хеттентепа. Я хочу прокачать свиток правды. Ну вот я, допустим, здесь вижу статую Хеттентепа. Но это явно не то, что мне надо. Так, а вот это... О, храм Роноса. Здорово. Фига у тебя тут, конечно. Ну ладно, не обращаем на это внимания. Клык Роноса прокачиваем. Yes. Я вспомнил, храм Хеттентепа же здесь, прямо около дома Акетры, точно. Итак, свиток правды. Yes. Уровень артефакта увеличен, и насколько он жестко увеличен. Погоди, стоп. Я стол не забрал! Ой, кретин, а вот кретин. Господи, хорошо, что его никто не украл. Иди сюда. What the fuck? Знаете, у меня такое ощущение, что что-то сюжетное произошло. Иначе просто так ночь не могла наступить. Но это было немного коряво. Это было, правда, немного коряво. Ой, тут еще кошечки. Ладно, пофигу на этих кошечек. Нам нужно, наверное, вернуться, раз уж как раз ночь наступила. Вы спите, да? Леди Акетра. Все, ладно, спите. Все прибрано, такие молодцы. Ой, привет. Вы прям тут решили. Ну ладно. Кстати, было бы прикольно, если бы вот здесь тоже статуи светились, и я бы прокачался. О, спасибо за скоробея. Что ж, на самом деле, это очень насыщенная серия. Я думаю, то, что мы пришли к Зарифу, это такой неплохой спойлер. То есть, он нам ничего не сказал, но, наверное, еще скажет. Либо мы действительно теперь можем без проблем перемещаться по островам. Мы больше не в списке. Мы спокойно можем гулять, ходить, не убегать ни от кого. И мы этим обязательно воспользуемся. Это точно. А на этом, я думаю, постепенно действительно заканчиваем. Ребят, пожалуйста, не забывайте про ваши лайки, не забывайте про подписки, не забывайте про мотивацию, потому что все ваши микронажатия, они действительно поднимают эту самую мотивацию, мою, команды. А так как это круговороты, от мотивации мы стараемся сделать лучше, я думаю... Ваше настроение от этого только растет в долгосроке. Еще раз большое спасибо. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и... бомжи какие-то. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.